Ну а теперь пришло время биться головой о стену. Пришло время намешать пепси с антифризом и забить за раз десяток смачных ямайских косяков. Потому как прямо сейчас вы видите 10 самых невообразимых, самых отборно-психоделических, абсолютно отмороженных пиратских обложек картриджей на Денди. Да, но на самом деле их будет даже больше, потому как просто невозможно уместить в один десяток всю эту неперевариваемую мозговую мощь китайских дизайнеров, которую они выплеснули на нас самым безжалостным образом в 90-х годах посредством приставки Денди. Поэтому в моем сегодняшнем пиратском хит-параде, вернее хрень-параде, будет ровно 10 позиций, но на некоторых из них будут не только конкретные картриджи, но и целые игровые серии, до которых, что называется, дорвались. Итак, Киномания, Хроники Денди представляют хит-парад самых изысканно долбанутых пиратских картриджей. Итак, поехали. Как и положено, мы начинаем с 10-го места, где у нас располагается картридж, выпущенный фирмой Stifler, с игрой, сделанной по мотивам не очень известного японского мультфильма про мальчика по имени Немо. Но если название игры на картридже совпадает с ним ровно на 50%, то сама обложка совпадает на все 0. Как мы видим, название игры значится как Dream Master, что наполовину верно, так как в оригинале игра называется Little Nemo The Dream Master. И первый, кого мы здесь узнаем, это Элайджа Вуд, тот самый конкурент Макалея Калкина в американском кино 90-х, каковым его назвал Сергей Супонин в показе этого же самого картриджа. На этой обложке он держит в руках какое-то непонятное электронное устройство, которое нехило так замыкает, и располагается на фоне гор, грибов и персонажей из мультиков Warner Bros. И Hanna-Barbera. То есть нам намекают, что вот этот вот пацанчик, который бегает по заповедному миру своих снов и кормит всех конфетами, это никто иной, как Элайджа Вуд. И вот из-за этого сукина сына я все время думал, что эта игра сделана по мотивам какого-то фильма с его участием. Но на самом деле Вуд никаким боком и близко не имеет отношения к малышу Немо, и никакого фильма Dream Master с ним и в помине не существует. Зато существует мультфильм «Маленький Немо. Приключения в стране снов», вышедший на экраны еще за год до игры. И, кстати, это было первое полнометражное аниме, которое вышло в Америке, и первое же, которое провалилось в прокате. Но вернемся к картриджу. Итак, Элайджа Вуд не имеет отношения к Немо, ну и хрен с ним. Но, к несчастью, он не единственный, кто засветился на его обложке. И помимо него здесь есть еще тасманский дьявол с шапочкой Санта-Клауса, кот Сильвестр из мультика «Сильвестр и Твити» и персонажи из анимационной полнометражки «Однажды в лесу». Да. Интересно, так что же их всех здесь объединяет? Давайте сами вспомним, чем занимался Немо на протяжении всей игры. Он собирал ключи, кормил всяких зверюшек конфетами и потом либо залазил на них, либо использовал для передвижения. Так, какие в игре были зверюшки? Была лягушка, был крот, ящерица, пчелка, горилла, мышка, рыбка, ну и так далее. Значит, тут у каждого из животных свое предназначение. И получается, что это горилла, это мышка, это крот, это ящерица, а это, в общем, постоянно я пытаюсь находить смысл там, где его никогда и не было. И подводя итог этой обложкой картриджа Dream Master, мы можем сказать, что из всего, что мы видим на этой картинке, самой игре тут соответствует только одна единственная деталь. Вот эти грибы.
Следующее на очереди 9 место нашего хит-парада, и его за собой оставил герой, не нуждающийся в представлении. Ведь это наизвестнейший герой 90-х, который пришел из будущего, чтобы спасти прошлое. Культовый, несокрушимый и постоянно к нам возвращающийся, да, Терминатор. Вы думали, мы сможем сегодня без него обойтись? Ни в коем случае, поскольку к сегодняшнему столу прихватил с собой сразу несколько картриджей. И первый из них, который мы рассмотрим, датирован 1996 годом. И вы не поверите, он тоже из будущего. Потому что на нем, помимо первой и второй частей про этого монументального киборга, есть еще две, которые были сделаны по мотивам еще не снятых на тот момент фильмов. Терминатор 3 и Терминатор 4. Вы знаете, чего стоило получить такой просто фантастический картридж для обычного Дэндиса в 96 году? Особенно если он, как и я, фанател от Терминатора до зеленых соплей. Я вам скажу чего. Гарантированно сломанного мозга, вдобавок прибитого, упавший на него поехавшей крышей тех, кто этот картридж выпустил. Смотрите сами. Возьмем для начала первую игру Терминатор 1. Если вы ожидаете увидеть под этим названием игру от Mindscape 91 года, значит вы еще недостаточно разуверились в пиратской логике. А зря. Потому что под названием Терминатор здесь значится игра «Последний киногерой». А это T-800 Special Edition Made in China. Но несмотря на явную несуразность, я должен отметить, что на Терминатора он тут похож все-таки больше, чем на персонажа фильма Джека Слейтера. Потому как я до сих пор не понимаю, какой придурок додумался надеть ему здесь темные очки, при том, что в самом фильме Last Action Hero Шварценеггер в них ни разу не показывался. На обложке картриджа к игре T1 мы видим хорошо знакомое нам изображение киборга модели 101. Но еще и... Это я уже это видел. Ну да. Под номером 2 на сборнике идет, слава богу, действительно игра Терминатор 2, без каких-либо серьезных изменений. Но на обложке к ней можно заметить очередной пиратский прикол. Крохотная эмблема Game Boy Game Pack, которая открыто говорит о том, что постер для этой игры был сперт с обложки Терминатора 2, выходившего на Game Boy. Под названием Терминатор 3 на картридже записана игра Терминатор 1 с хакнутым титульником, где слово D было переписано под римскую цифру 3. А под номером 4 здесь... Итак, в четвертой части игры Терминатор на Денди мы наконец узнаем страшную правду. Терминатор прилетел на Землю из космоса. Но это все были только цветочки, потому что гвоздь программы, поставившей Терминатора на 9 место нашего хит-парада, это, несомненно, вторая часть игры Т2, а именно картриджи, на которых эта игра продавалась у нас. Экземпляр номер 1. Это один из ранних образцов. Как видите, тут роль Терминатора китайцы примерили на какого-то другого мужика, чем-то напоминающего Пирса Броснана. А левая сторона его лица, конечно, поражает детализованностью. Особенно мне нравится человеческий глаз, человеческий нос, ну и губы тоже достаточно человеческие. Такой весь человечный Терминатор прямиком из 60-х. Экспонат номер 2. Более поздний образец. И в отличие от предыдущего, уже радует, что на обложке изображен никто иной, как Арнольд Шварценеггер. И даже самого оригинального постера Терминатора 2. Правда, не совсем понятно, зачем здесь еще две его фотографии из фильма «Правдивая ложь», но название Терминатор 2 говорит само за себя. Они в очередной раз были в неадеквате. И, наконец, экспонат номер 3. Еще более поздняя версия, но, уверяю вас, самая адекватная и просто потрясная. Ну что я вам говорил? Великолепный картридж. Ведь это гениальная идея, назвать Терминатора 2 Робокоп 2. Или Робокоп 2 Терминатором 2.
Или, короче, какая разница, кого как называть? Главное, что игра от Electronic Arts. На самом деле, на этом картридже действительно записана игра Robocop 2. И раз уж мы упомянули старину Робо, то я просто не могу. Вот не могу не показать вам вот этот вот картридж про него в качестве такого небольшого отступления. Вы, конечно, помните историю о несчастной игре Robocop 3, которую пираты окрестили 4-й частью только из-за того, что до этого дали такое название игре Tocus Erasal Brain, которая не имела никакого отношения ни к Алексу Мерфи, ни к Робокопу. Так вот, когда мне совсем недавно попал в руки вот этот вот картридж, друзья мои, я был просто преисполнен гордостью за пиратов, выпустивших его. И в то же время левая половина моего мозга отчаянно боролась с правой, пытаясь совместить в уме два факта, замеченных мною на обложке этого картриджа. Удалось мне это или нет, я до сих пор не знаю, но у меня в руках картридж с игрой Robocop 3, на обложке которого крупным оригинальным шрифтом написано Robocop 4, а в самом низу китайская приписка «Настоящий Robocop 3». Продолжаем наш долбанутый трэш-парад. На 8-м месте у нас вновь расположилась фирма Стиплер, но на этот раз с игрой про темного рыцаря по имени Бэтмен. Да, в середине 90-х Стиплер выпускал на своих картриджах все игры, которые выходили на Денди под именем Бэтмена. Это и Бэтмен Возвращение Джокера, и Бэтмен Возвращается, и даже Бэтмен и Флэш, являющийся хаком игры Monster in My Pocket. Но на 8-е место нашего хит-парада забралась именно самая первая часть игры о Бэтмене, выпущенная в 1989 году компанией Sunsoft. И я уверен, что если бы они, разработчики, своими глазами увидели, под какой этикеткой их игру выпустила в России фирма Стиплер, они бы обосрались. Судя по картинке, вот это Бэтмен. Вот этот вот ужас, летящий на крыльях шара с головой дракулоподобного вампира, плавающий в зеленой слизи, вот это и есть Бэтмен. Или, по крайней мере, это его эмблема. Таинственная повозка с 4 лошадьми, окруженная стаей летучих мышей, конечно, очень много говорит нам об игре. Как им это пришло в голову? Откуда? Кто вообще эту ересь смог нарисовать? При чем здесь Бэтмен? Нет ответа на эти вопросы. Внутри картриджа записана нормальная игра, совершенно не хакнутая, никем не испорченная. Что мешало им просто нарисовать на обложке большую летучую мышь и написать Бэтмен? Зачем было лепить это? На обложке ко второй части, например, они догадались так сделать. Вот, посмотрите. Да, пускай это выглядит глупо и не к месту, но по сравнению с этой рожей и повозкой, это вершина благоразумия. Но вы же не думаете, что все ограничилось этим, да? Конечно же нет. Это же Бэтмен. Их же на Денди 7 частей было. Но одной не хватало. Знаете какой? Вот этой. Это Бэтмен 4. Returns. Нет, Бэтмен 4. Нет, Бэтмен 4 Returns. Нет, Бэтмен Returns 4. Бэтмен возвращается 4 раза, блядь. О, господи! По-моему, там под цифрой 4 еще виднеется цифра 12. Вот что здесь за игра? Есть только один способ узнать. И все.
Ну так тоже можно. Но на 7-м месте у нас еще одна игровая серия, которая целиком и полностью никогда не выходила на Денди официально, но тем не менее разрослась чуть ли не до масштаба вездесущего Марио. То, чем были обделены игроки 8-битных приставок, и то, из-за чего они так страстно завидовали обладателям 16-битной Sega Mega Drive в первую очередь. Да, вы знаете, о чем я говорю. Я говорю о самом восхитительно устрашающем кровавом мясорубилове за всю историю олдскульных консолей под незабываемым названием Вселенная МК в 90-е годы прошлась по 8-битке, несомненно, самым издевательским и наебательским образом, какой только можно было вообразить. С одной стороны, наши китайские друзья нас не обделили и зафигачили на Денди целых 6 разных портов Мортала 16-битных систем, в некоторые из которых можно было играть и даже с удовольствием. Но вот то, как они это все выпускали и под каким видом продавали на своих не менее желтых, чем они сами, картриджах, это, ребята, был просто полный пи***. Во-первых, потому что кто-то полагал, что в серии игр Mortal Kombat мало персонажей, и на Денди нужно добавить новых. И были выбраны следующие кандидатуры: Брюс Ли, Росомаха и Саблезуб, бойцы Стрит Файтера, бойцы из Виртуа Файтера, Кейо из Зеленого Шершня, Тошибана из Самурай Спиритс и даже сам Жан-Клод Ван Дам. Увидеть в те времена на витрине подобные картриджи, да еще и под эмблемой смертельной битвы, это было все равно, что увидеть Сильвестра Сталлоне на постере Терминатора 2. И такое же чувство неописуемого восторга мы испытывали, принеся один из них домой, включив его в приставку. И осознал, что там мало того, что нет никакого Ван Дамма, там даже никакого Mortal Kombat нет. И в этом кроется вторая причина. Ибо примерно половина всех дендиских картриджей, которые носили на обложке символику МК, содержали в себе совершенно левые и абсолютно убогие китайские файтинги, не имеющие малой доли отношения к этой серии. Для примера, у меня есть 8 картриджей, гордо носящих эмблему дракона. И только на 3 из них записаны действительно порты Mortal Kombat, хоть сколько-нибудь отличающиеся друг от друга. А на остальных 5 повторы и всякая стритфайтеровская херня, типа этой. Если вы все еще хотите знать, почему китайцы самые настоящие пидорасы, то я вам скажу. Потому что даже на тех картриджах, которые действительно с играми по Mortal Kombat, названия на этикетках все равно ни хера не соответствуют портам. Вы запускаете картридж Mortal Kombat 3, перед вами порт Mortal Kombat 4. Вы запускаете Mortal Kombat 4, перед вами Mortal Kombat 2. Вы запускаете Mortal Kombat 5, перед вами Mortal Kombat 3. Вы запускаете Mortal Kombat 6, а он, сука, вообще не работает. В итоге на всех этих сраных картриджах нет ни единого соответствия обложки с игрой, как в картинке, так и в названии. Mortal, мать его, Kombat. 7-е место нашего парада. Мы подошли к черте, отделяющей зло от добра, а плохие игры от хороших. Если мы переступим ее сейчас, то наши потомки нам этого никогда не простят. Но у нас нет выбора. Потому что это 6-я позиция хит-парада самых отмороженных картриджей, и на ней расположилось нечто действительно устрашающее. По мнению кое-кого на Западе, это одна из самых плохих игр в истории. По мнению кое-кого на Востоке, это один из самых дебильных картриджей на Денди. И причина тому — совершенно безграмотное зло, озаглавившее его.
Речь идет об игре Castlevania 2 Simon's Quest. Но если быть более точным, об игре Castlevania 2. Угу. А теперь еще представьте, что вы в детстве, вспоминая название первой Castlevania, распознали на этой букву H как букву N, которая тут и должна быть. И прочли название этой игры как Castlevania 2. Что в переводе на русский звучит как «Обитатель замка Ваня 2». Какой Саймон? Это Ваня! Это наша русская игра про Ваньку, истребителя вампиров. Как в детстве, помните, во что бы нам поиграть? О, давай Ваньку, да, точно, давай, Ванюша рулит, да. Какой-то назвал так игру? Как? Он умудрился в одном слове сделать 3 ошибки. Castlevania 2. С какого хера он разбил слово Castlevania на 2? Откуда он откопал тут букву R? Нахера поменял букву N на H? И что это вообще на обложке изображен? С каких пор Ваня, Саймон, ходит в красном закатанном свитере? Что это за миссис Дракула? Что это за осьминог? Что это за Мистерио, блядь? Ей-богу, только летающей тарелки не хватает. С обложкой то от Марио. Но как бы то ни было, это Castlevania 2 на Денди. И при всем при этом она еще была нифигово редкой. Но несмотря на свою редкость, это, слава богу, была не единственная пиратская копия. Да, мы ждали, мы надеялись, что когда-нибудь эта игра выйдет на Денди с нормальной картинкой, с нормальным названием, чтобы не стыдно было положить ее в коллекцию. Мы так надеялись, и мы дождались. Мы дождались, блядь. Вот! Вот как должен выглядеть настоящий картридж с игрой Simon's Quest, он называется Castlevania. Castlevania и больше ничего. Но ведь это же лучше! Это же лучше, чем какой-то чувак в красном свитере. Тут вон хоть действительно картинка из Castlevania. Хоть мы, конечно, понятия не имели, откуда это, так как это из игры Castlevania Symphony of the Night на PlayStation. Но ведь это же лучше! Это же лучше! Это лучше, чем какая-то там Castlevania. Тут он хоть понятно написано действительно Castlevania. Ну, ладно, подумаешь, там в одной букве 2 лишних палочки добавили. Ну ведь это же лучше! Да кого я обманываю? Это говно. Ну что же, 5 позиций уже позади. Пепси вроде еще есть. Так что давай, что там у нас дальше? Ага. Значит, речь пойдет о спасателях Чипе и Дейле. И как видите, этими 2 картриджами дело тут не ограничилось, поскольку они представляют самые адекватные экземпляры из этой кучи. Пираты на них разве что слегка попутались с названиями. Первый они назвали почти правильно Chip and Dales, а другой с чего-то Grand Combat. Иными словами, великая битва 2 бурундуков с механическими собакороботами. Но это лишь вершина этого разноцветного китайского айсберга, потому что вы не представляете, чем еще они разбавляли эту историю. Ой, блин. Давайте лучше я расскажу вам о том, что имена Чип и Дейл были придуманы на самом деле не случайно, а путем разбиения на слагаемое имени английского мастера мебельного искусства Томаса Чипа Дейла. И именно поэтому в названии вместо слова «end» фигурирует сокращение «n», так как второй буквы «d». Ну ладно, конечно, какое им дело до Чип и Дейла? Хорошо, вернемся к картриджам. Так, ну, говорить о картридже Чип и Дейл 3 от Стиблера я не буду, так как это уже известный эталон пиратской глупости. Но это тоже был не единственный картридж, носящий в себе хак Heavy Barrel. Из другой его версии пираты поступили более гуманно. Они полностью скопировали обложку ко второй части и тупо нарисовали поверх двойки на логотипе цифру 3. Как, собственно, и делали в многочисленных хаках игр на Денди. Хотя кое-кто мог придраться к цифре 5 в углу картинки.
Первая часть Чипа и Дейла тоже не ограничилась, к сожалению, Гранд Комбатом и подверглась пиратскому издевательству еще трижды. Первый раз, когда ее назвали Супер Чип и Дейл. Значит, Чип Супер, а Дейл не Супер. Или запихнули на обложку неуправляемого Сэма из «Веселых мелодий». Второй раз, когда вместо оригинального названия пираты озаглавили игру как Super Squirrel King с типичной мешаниной на обложке. Назвали они ее так, вероятно, потому что хотели убедить нас в том, что на этом картридже записан порт игры Чип и Дейл с Sega Mega Drive, поскольку такое название носила их собственная попытка перенести на Sega игру про спасателей с Дэнди. И, соответственно, логике, если бы, конечно, она тут была, здесь должен быть записан порт игры с Sega, который, в свою очередь, также является портом с Дэнди. Да, ну, разумеется, здесь нет ничего подобного, и записана тут самая обыкновенная японская версия первой игры. Ну и, наконец, третий долбанутый облик был замечен мною на одной из многоигровок, на которой китайцам было просто насрать на все, и на иллюстрацию к Чипу и Дейлу они тупо запихнули вот эту вот белку и вот эту вот мышь. Мы не белки, мы бурундуки. А вообще, чего еще можно было ожидать от идиотов, поместивших на картинку к игре «Челюсти» Майкла Джексона, а к Donkey Kong 2 каких-то командос? Но это было не последнее их творение. Позже эта контора выпустила еще одну многоигровку, уже с игрой Чип и Дейл 2. И судя по ней, они уже безвозвратно съехали с катушек. Полюбуйтесь. Белка, Тейлз и Гуфи, явно прифигевший от того, каким хреном он тут очутился. И если при виде этой компании вы все еще сохранили возможность мыслить логически, то взгляните заодно на еще один образчик картриджа со вторым Чипом и Дейлом. А точнее с хаком этой игры под названием Super Mario и Sonic 2. О нем, кстати, я уже когда-то рассказывал, но вот обложку его увидел только сейчас. Да, принимая во внимание специфичность игры на картридже, можно понять, что тут делает Марио, что тут делают Соник с Тейлсом тоже, и что тут делает сам Чип. Но какого хрена? У Марио из шапки растут зайчьи уши. Ну нарисовали бы его еще в облике кота или лягушки, я бы еще понял. Но зайчьи уши? Ладно, но где же Дейл, спросите вы? Почему его здесь нет? А потому что он есть кое-где еще. Потому что игр про него с Чипом на Дэнди было еще больше. И даже третья часть была не последней. Дамы и господа, прямо сейчас, на ваших глазах, Дейл возвращается в эксклюзивном 8-битном кроссовере Чип и Дейл 4. И я не хочу даже думать о том, что здесь Стингрей делает кролик, и почему он так радуется, когда тянет его за хвост. На самом картридже ничего оригинальнее битого рома первой части игры нет, чего, конечно, и следовало ожидать. Так что каким хреном Дейла на этой обложке занесло в гости к Винни-Пуху и его друзьям, и по сей день остается неразгаданной тайной многих поколений обкурившихся пиратов. Это было 5-е место отмороженного хит-парада Дэнди, которое за собой оставила серия Чип и Дейл. А мы идем дальше. Да. Знаете, глядя на картридж, занявший 4-е место, я вдруг сейчас проникся состраданием к игровым пиратам. Да, вот правда, вы знаете, я вдруг понял, как тяжело все-таки им приходилось. Но вот вы подумайте, их самих совершенно не интересовали видеоигры, но по роду своей работы им приходилось, понимаете, и заставляли в них играть. А потом еще обложку к ним рисовать, и чтобы еще соответствовало. Вот представляете, каково им было? Несчастные люди. Понимаете, всякий раз они заставляли себя включать картриджи, играть в игры, рисовать к ним обложки, а потом отправлять нам, чтобы мы сломали себе голову, глядя на всю эту Они, блин, заставляли себя поиграть целых 2 минуты в Звездные войны, чтобы потом налепить на обложку этих долбаных динозавров. Динозавров, на спину одного из которых они посадили чувака из игры Challenger. И они заставили себя написать над всем этим: Империя наносит ответный удар.
Да, Китай наносит нам очередной удар своим долб***м в лице еще одного испоганенного картриджа. Рассмотрим его. Прежде всего, что общего у игры, сделанной по сюжету Звездных войн, с динозаврами? Ну разве что первый уровень, где Люк Скайуокер ездит верхом на динозавре. И все. Больше нигде, ни в этой, ни в какой другой игре на Денди вы не увидите никаких динозавров. Только здесь и только на первом уровне, который проходится за 3 минуты. Но этого хватило для того, чтобы на всех картриджах с этой игрой пираты неизменно клеили динозавров из парка юрского периода. Второе. Почему Челленджер? Ну почему? При чем он тут? Ну неужели он так сильно похож на Люка Скайуокера? По мне так он больше похож на Индиану Джонса, нежели на Люка. И то на 80% только из-за своей шляпы. А ведь самого Люка пираты лепили куда хотели, но почему-то только не на игры про Звездные войны. На Star Wars'ных картриджах он должен быть таким, и только таким. И не дай господи, чтобы он был таким где-нибудь еще. Империя наносит ответный удар. 4 место. Да лишь бы больше. Там бумаги набил в нос и все. Ну что же, мы с вами наконец-то добрались до финишной прямой нашего невероятно отмороженного хит-парада. И у нас осталось всего 3 картриджа, которые и возглавляют всю эту прокуренную пиратскую хренотень. Да, так сказать, большая тройка и в то же время большая помойка. И 3 место пьедестала имени Кащенко вновь занимает продукт компании Стиплер. Да, в очередной раз мы видим с обратной стороны картриджа наклейку, убеждающую нас в его непревзойденном качестве, а спереди наклейку, убеждающую в непревзойденном маразме. Но таких кроссоверов на Денди еще поискать. Ой, знаете, это можно сравнить... Вот вы видели, например, наш старый советский мультфильм «Приключения пингвиненка Лоло». Вот. А видели ли вы американский полнометражный мультфильм «Балто»? Так. А теперь представьте, что однажды некий компьютерный гений из Чингду Тайджинг Дадонг Компьютер Ко решил соединить 2 этих мультфильма в одной видеоигре, которую после выпустил на картриджах под названием «Гавкающее Лоло». Да, вот примерно нечто подобное я и держу сейчас в руках. Только это было выпущено компанией Стиплер и на полном серьезе рекламировалось в телепередаче и продавалось в магазине. Итак, вот это чудо. И в первую очередь мы видим здесь уже хорошо знакомого нам мышонка Фейвела. И уже хотя бы можно порадоваться, что тут он в своем истинном облике, за место мутировавшего спецназовца Бурундука. А рядом с ним изображен, кто бы вы думали? Юный Джим Хокинс. Тот самый Джим из нашей мультипликационной экранизации «Острова сокровищ». Да, разница между этими персонажами лет так 150, но пока не будем обращать на это внимание. Так вот, судя по картинке, сокровища Джим уже нашел, но все еще пребывает в шоке. А Фейвел, вероятно, уже собрал свою долю в чемодан и быстренько сваливает. Знаете, я повидал на картриджах всякое, даже анимешного Горбачева. Не, другого. Но я впервые увидел на картридже для Денди персонажа из советского мультфильма. Я знаю, что игр на Денди по мотивам наших мультиков никогда не было и не могло быть. Поэтому я не представляю, для какой игры он может служить иллюстрацией здесь. Название же самой игры на обложке не видно, но оно есть. Просто увидеть его можно только под определенным углом. И несмотря на потертости, прочесть его все-таки можно и сейчас. Jumping Kid. То есть прыгающий мальчик. Так, значит, Фейвел, Джим, Дикий Запад и прыгающий мальчик. Так, ну вероятно, это игра про мальчика, который прыгает по Дикому Западу в поисках сокровищ и ловит мышей.
Ну что же, все верно. Продолжаем. Итак, нам осталось рассмотреть два самых дебильных картриджа всех времен и народов, и в такой ответственный тяжелый момент меня постигла ужасная неприятность. Вот только этого не хватало. А ведь впереди нас ждет серебряный призер хит-парада, и вы не представляете, насколько он отморожен. Честно говоря, я тоже. Что у нас на втором месте? Да ну на. Где ты это взял? Я тебя спрашиваю, где ты это откопал? Ты что хочешь, чтобы меня в вагоне увезли в желтый дом? Как об этом, как об этом без пол-литра, блин, рассказывать? Пепси, что ли, хоть дай? Скотина. Не жалеешь, на меня не зрителей. Ну ладно. Ладно. Для начала я могу перечислить вам, что я здесь вижу, окей? Итак. Статуя свободы, кольца Сатурна, динозавры долбаные, Винамп, приливная волна, капитан Сорвиголова и замок Кастельвания. Название же игры гласит Silver Super с припиской SS. Нет, не пытайтесь уместить это все в один сюжет, ведь, как говорят, лучше один раз все-таки спятить, чем 100 раз представлять, как это бывает. Это даже не просто за гранью психоделики, это уже извращение, чудовищное и бесчеловечное. И я даже не говорю о динозаврах, статуе и прочем фоне, но за что? За что так Кэпа? Блин, ведь на картридже записан даже не капитан Сильвер, а серебряный серфер. И если даже целью пиратов было олицетворить его на обложке, используя типаж Капитана Америки, то зачем ему на груди нарисовали эмблему Дэрдэвила? Зачем на щите нарисовали молнию Флэша? Зачем ему раскрасили пояс цветами радуги? Зачем надели очки в конце концов? Разве хоть что-то из этого делает его похожим на серфера? А ведь мы играли в это. Ведь мы, видя все это, все равно покупали картридж. И мы даже вполне себе допускали, что увидим это в игре. А если бы так и было? Но, к счастью, Бог миловал. Хотя игра и без того дерьмовая. Но, несмотря на это, она все равно не заслуживает такого изврата. И уж тем более его не заслуживает Капитан Америка, над которым тут поглумились просто до неприличия. Не мало того, что разукрасили, так вдобавок посадили к динозаврам, которые под мышкой нюхают. Джо Саймон бы в гробу перевернулся. В общем, серебряный серфер на Денди удостоился серебряной медали и по степени отмороженности получает 9 из 10. Осталось последнее и в то же время первое место. Итак, после всего этого безумия, после всего того дерьма и трэша, который мы сегодня видели, после самых убогих, крайне нелогичных, насквозь прокуренных и абсолютно тупых обложек деннисских картриджей мы добрались до первого места хит-парада Dendy Chronicles. И сейчас вы увидите эталон пиратского издевательства дураками за всю историю олдскула. То, что не снилось даже самым наркоманским задротам, то, на что даже Стиплер побоялся клеить свою слоновую наклейку, то, что я никак не могу найти.
А где? Ага. Вот он, самый отмороженный картридж за всю историю Dendy. И... Ты что, серьезно? Да ну ты шутишь. Вот это и есть тот самый мега эпичный, самый отмороженный картридж за всю историю Dendy? Ну я даже не знаю. По-моему, Звездные войны с Челленджером и то по отмороженнее были. Ну ладно, собственно, вот. Перед вами картридж, на обложке которого под странным названием Attach Manure School изображен некий пацанчик в каком-то навороченном гидрокостюме с игрушечным пистолетом и весьма глупой ухмылкой. Вокруг него что-то плавают рыбы, черепахи, еще какие-то морские создания. За буквами тут что-то напоминает падающий в воду самолет, но вряд ли. Вообще выглядит так, что он плавает в океане со всей этой живностью и либо отстреливает из всех пистолета, либо строит из себя такого крутого гринписовца. Название же игры мне говорит только о том, что он школьник, но это и так видно. И по-твоему это более тупо, чем Капитан Винамп? Ну я не знаю, может тут сама игра так мозги выносит. Ну естественно, название тут нам ни о чем не скажет. Так. Так, ну мы играем за девчонку, одетую в типичную японскую школьную форму, которая совсем не типична для школьницы, летает над землей с бластером наперевес и отстреливает все, что не попадя. Такая сугубо японская стрелялка, которая лично мне очень сильно напоминает серовский Space Harrier. Ну и что там такого? Ты походу двинулся после серфера. Или может я что-то не знаю? Attach Manure School. Attach Manure. Что это значит? Нету такого слова. Стоп. Attach. Attach. А что если... Что если они, как всегда, натупили с орфографией и смешали несколько слов в одно? К тому же нет слов, начинающихся на «ата», но есть на «атта». Так что они еще и букву пропустили по ходу. Скажем здесь не «attach», а «attach», что значит прикреплять, придавать. Придавать что-то школе. Attach a manure. Так, а есть слово «юр». Нету. Может они опять букву пропустили? Может не «юр», а «кюр»? «Кюр». Лекарство. Придать мужское лекарство школе. Да не, вряд ли. Ну что-то здесь... Attach Manure. Attach... Ну конечно! Manure! Это, наверное, цельное слово. Attach a Manure School. Точно, должно быть так. Только что такое manure? Так, манюр есть! Это...
Навоз? Attach MN. Прикрепить. То есть эта игра называется типа укрепившаяся в говне школа? Еще раз попробуешь? Finish him.